Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Николай Азаров на связи прямо сейчас. Николай Иванович, приветствую вас. Добрый день. Николай Иванович, начать наш разговор я хотел бы с определенных, ну, таких вех. И очень долго нам, почти неделю, может даже больше, говорят о переломе в войне с украинской стороны. Мол, теперь смотрите, как по-другому все воюется. Сегодня Financial Times написал о том, что и все-таки есть испытания, прошла противобаллистика, ну там аналог Патриота украинский. Фламинго сегодня 4 штуки официально сбила Россия над своей территорией. Ну, все видели пролеты и поражения в глубине России, а также атакуется Крым. Вот Крыму давайте уделим больше внимания сейчас, потому что отрабатывается мост в Чангаре. Сегодня было сообщение, что в районе Арбатской стрелки другой, так сказать, путь перебивается. Складывается впечатление, что есть какой-то план, да, и этот план начали реализовывать. Пока условно Путин говорил о том, что война заканчивается, поле боя показывает вот это, готовились, ну вот такие масштабные спецоперации, и именно по югу, именно по Крыму дальнобойными ударами. Что за этим стоит? Какие стратегические, там, условно, победы друзей Зеленского сейчас можно констатировать? И чего здесь больше, эффективности или эффектности? Как оцениваете ситуацию вокруг Крыма? Прежде всего, я хотел бы сказать, что то, что сейчас происходит со стороны киевского режима, это результат очень серьезной работы западных держав. И если мы вспомним вот те решения, которые принимались, скажем, 2 года назад, год тому назад, направленные на создание базы для производства беспилотников, создание базы для противовоздушной обороны, и, наконец, вот то, о чем вы упомянули, создание ракет, все это вот сейчас начинает давать результаты. И я упомяну о громаднейших суммах, которые выделялись, да и сейчас выделяются. Вот недавно Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что на беспилотники на 27 год киевскому режиму выделено 6 миллиардов евро. Вот заметим, исключительно на систему беспилотников новые совершенные конструкции выделено 6 миллиардов евро. Это огромные деньги. Это, ну, я не знаю, там по каких беспилотниках нам идет речь, но это минимум производства, скажем так, от 1000 в сутки до 3000 в сутки. То есть это огромнейшие производственные мощности, которые вот за эти 1,5–2 года были построены, реализованы, запущены, конечно, прежде всего в западных странах, но и в том числе на территории, которую контролирует киевский режим. Поэтому они сейчас начали выходить на вот такие свои пиковые возможности. Уже ежедневно фиксируются там залеты и по 700, и по 350, и по 500 беспилотников на территории России. Это означает, что у них есть возможности в таких количествах реализовывать вот такие вот действия. Это что касается вот вашего вопроса, почему именно сейчас. Потому сейчас, что к этому моменту у них такие возможности появились. То есть идет, продолжается эскалация конфликта. Вот давайте мы вспомним, с чего начиналось, да, какими, значит, скажем, этапами все это дело проходили. И вот сейчас мы выходим на очередной этап эскалации. Вот это первое, что я хочу сказать. Второе. А связано ли это с планированием каких-то действий, каких-то, так сказать, может быть, скажем, операций? Конечно, связано. Конечно, это долгосрочная операция, которые задумывались, может, год тому назад, и вот сейчас они, так сказать, проявляются вот в полном объеме. Прежде всего, это их, грубо говоря, мечта, значит, осуществить, значит, скажем, наступать на операции на южном фланге, то есть пробиться к Крыму, лишить Крым, значит, путей снабжения. И вот сейчас мы видим, что, значит, эта вот операция в такой своей активной фазе находится. Во-первых, парализована, ну, не совсем парализована, но практически, скажем, созданы очень серьезные трудности при передвижении на Приазовской трассе. И, наконец, 2 перехода в Крым. Ну, вы сами упомянули, я не буду повторять их.
Ну, я слышал разговоры о том, что вот готовится якобы десантная операция в Крым. Ну, я здорово сомневаюсь в этом, потому что, ну, если они даже предпримут такую попытку, то это будет самоубийственная попытка. Но, тем не менее, вот те, значит, обстрелы путей сообщения, моста Крымского в том числе, мостов, связывающих через перешеек Крым, наконец, нападение на пассажирский поезд Москва-Симферополь, в ночное время, причем осуществленное целенаправленным ударом в кабину тепловоза. Ну, то есть тут вообще никаких не может быть сомнений, что это кто-то случайно запустил. Ничего тут случайного нет. Это абсолютно террористический акт, направленный против мирного пассажирского состава, в котором ехали и дети, и женщины, да кто угодно, будем говорить. Но это главным образом мирные люди. И расчет был на катастрофу, потому что выведение строя машиниста и помощника машиниста означало уже неуправляемое движение состава, который двигался на приличной скорости и, соответственно, с катастрофой с многочисленными жертвами. Надо отдать должное тяжело раненому машинисту, который сумел все-таки включить систему торможения, остановить поезд, состав, а помощник его погиб в результате этой, будем говорить, преступной акции. Итак, вы спросили, серьезно, не серьезно? Конечно, серьезно. Это очень серьезно. Вот такие массивные волны нападения на глубинные территории России, вот сегодня там Чебоксары и так далее, да, ставит перед российским руководством, в общем-то, такой выбор. Либо продолжать в том же духе, вот в каком сейчас ведется эта операция, либо переходить на другую ступень, значит, ну, я тут не должен употребить слово эскалации, потому что другая ступень будет означать применение более высокомощных, более системных ударов по инфраструктуре, по военной структуре и так далее. И, скорее всего, у российского руководства выбора не останется. То есть ему придется реагировать вот на такие действия киевских властей, киевского режима, разговорами не о мире, а, так сказать, действиями, которые могли бы ситуацию нейтрализовать. Так а почему сбилась эта логика? Ну вот смотрите, то, что мы видели после Лондона, то, что мы слышали в Таллине от Зеленского, вот это все, то есть, ну там на прошлой неделе письмо вот это обсуждались, Питерский форум, Абрамович, да, то есть была некая попытка кулуарно договориться. Хорошо, плохо, но какая-то была. Значит, Зеленский, в общем-то, еще и когда ну, полностью разорвал, опубличил это все. Путин это опубличил, не называя имен. Зеленский еще и тапком дальше кинул, говорит, вот, отдавай, Абрамович, свои деньги. То есть это все вскрыл, перевел эту дипломатию непубличную в публичное поле. И публично сейчас заявляется, что России надо остановиться по линии разграничения. И, собственно, вот эта вот Россия хочет продолжать войну. Вот эти акции там, по Крыму, по заводам, это вроде как ради того, чтобы принудить Россию идти на соглашение. Стоим там, где стоим. Или тут какой-то подвох? Александр, ну я вообще никакой логики не вижу. Вот вы говорите, нарушена логика. Да никакой логики не было. Ну вот вы хотите, значит, с кем-то вы поссорились, так, например. Вот ваш личный возьмем пример. С кем-то вы поссорились, отношения у вас враждебные, вы друг друга, так сказать, оскорбляли и так далее. Так. Но вот все-таки вы пришли к точке зрения такой, что надо помириться. Так вы что, начинаете с этим человеком вести беседу на повышенных тонах, оскорблять его, там, унижать, причем делать это прилюдно, не один на один, а прилюдно делать. Вот в 60 стран мира пошло его письмо, где он там, значит, всяческими выражениями оскорблял президента России. Ну, так вы как думаете, вот ваш коллега или ваш партнер, с которым вы хотели помириться, нормально будет настроен? Наверное, нет, да? То есть, ему вот ваша, так сказать, логика сразу покажет, что он не хочет с вами договариваться. Он хочет вас унизить, оскорбить прилюдно и так далее, и так далее. То есть, в самом начале, когда вот появился текст вот этого письма, то было ясно, что ни о каком мире тут речи не идет. Это пиаровский момент, но если говорить для дураков, так, то главное там в конце. Давай встретимся. Если говорить для людей более-менее умных, так, то сразу возникнет вопрос.
после этого встречаться? А если встречаться, то зачем встречаться? Где твое конкретное предложение? Конкретных-то предложений нет. Конкретные предложения прозвучали из Лондона. Там буквально через день или через два, значит, эти деятели объявили там 5, по-моему, или 4 условия, на которых они готовы, так сказать, зафиксировать перемирие или мир. Так это что условия? Приемлемые? Вот приемлемые или нет? Нет, они неприемлемые. Для России неприемлемые в первую очередь. А для самой Украины это приемлемые. И для самой Украины неприемлемые. Давайте подумаем. Смотрите, прекращение боевых действий там номер один условие. Ну и дальше, там контингенты для Украины, они, видите, как сейчас нарратив какой разгоняют, что вот если будут тут контингенты других стран, то в случае повтора, да, какого-то эскалации, то они как бы примут участие и будут гарантировать, что, в общем, не будет повторения ситуации, да, то есть активы российские никто не размораживает до тех пор, пока никто не урегулирует. Ну, вот такие как бы условия, понимаете, придумали Мерц, Макрон, Стармер вместе с Зеленским, но без кота Ларри, который тогда ретировался. Ну, так всегда делает, когда Зеленский приезжает. Почему это невыгодно Украине? Смотрите как. Украинцам говорят, что очень даже выгодно. Более того, этих 5 условий добиваются вон как, через силу, фламинго, дронами бегемот, поражением мостов и так далее. Правда, тут я сразу одну ремарку скажу. Вот встретил много мыслей по этому поводу, что так елки-палки. Нам говорят россияне, рассказывают о том, что мосты через Днепр уничтожить невозможно, а получается через Чонгар возможно, возле Арбатской стрелки там по переходу, путепроводу возможно. То есть сразу возникают вопросы к кремлевскому руководству, и этого в том числе добивается Запад, вот эта вот троица, Е3, да, как они себя называют. И получается, что у них получается. Но пока у них ничего не получается, потому что совершенно очевидно, что Россия никогда не согласится на размещение каких-то контингентов, скажем, той же самой Польши или там Франции или Германии. Просто это аналог же, даже более усиленный аналог НАТО. Если Россия с самого начала выступала против участия Украины в НАТО и приближения НАТО к границах, а тут просто завести дивизии и поставить их на границе с Россией. Ну кто же на это согласится? А ради чего тогда начиналась специальная военная операция? А самой-то Украине, вот, Александр, давайте мы вот с точки зрения граждан Украины на это дело посмотрим. А что гражданам Украины необходимо сохранение вот этого режима, который втянул страну в войну, так погубил миллионы уже людей, способствовал иммиграции из страны огромного количества людей, ликвидировал все гражданские права и свободы, разрушил экономику, наконец. Вот давайте сравним производство стали в 2013 году и производство стали сейчас, как один из параметров, скажем, развития экономики. Ну и так далее, и так далее. 3/4 бюджета дотационные. Самой-то Украине разве это надо, сохранение вот этого режима, который, так сказать, ведет Украину в никуда? То есть вот эти условия, они означают, что СВО не надо было начинать, СВО не надо было проводить. Ну и вот в этих условиях, что Россия на это может согласиться, я не вижу тут ни одного положительного момента. Почему? Потому что прежде всего всегда считал, что самое главное – это урегулировать и убрать вот этот политический режим в Киеве, который привел до катастрофы страну, привести к власти и восстановить конституционные свободы граждан, и только тогда начинать переговоры с легитимным правительством, с легитимным руководством страны о устойчивом долгосрочном мире. И вот в этих условиях возможны компромиссы и со стороны России, и, безусловно, со стороны западных стран и Украины. Сейчас ничто не располагает к компромиссу. Теперь на любое фламинго найдется антифламинго, и это приведет только к эскалации. Еще раз подчеркиваю, что вот я уже начинал с этого, что вот эти действия рано или поздно вынудят отвечать гораздо более в сильном масштабе, чем до сих пор это происходит. А что это означает в переводе Это на русский? означает, что это тоже часть просчитанного, о чем мы говорили выше, что это план Запада и операции. Операция Запада с участием Запада. Значит, они просчитали дальнейшие ответы России. Ну, там, на Западе. Для Украины, Соответственно, вот к чему это приведет для Украины? Дальнейшим разрушением. Работают порты, не будут они работать.
Работает еще хоть более-менее, значит, серьезно там энергетика. Не будет она работать. Вот этого добивается Зеленский со своими коллегами Запада. Или нет? Вот зима на носу. Так, через там 2-3 месяца уже начнутся серьезные разговоры о том, а как мы будем зиму переживать. Ну, умные-то люди уже сейчас говорят. А если спросить вот реально, так к чему мы сейчас идем? К чему страну Украину ведем? Я не говорю про интриги Запада, не говорю про интересы Запада. Мне на них, грубо говоря, не очень-то хотелось бы с ними считаться, да? А я прежде всего говорю об интересах Украины. Так что пока все, что делается, это делается, политика проводится антиукраинская. Вот в чем беда-то, самая главная беда. Но тоже получается странная история. Зеленский отлавливает мужиков. Причем это делается, и вот сегодня вышел там Лубенец в интервью «Радио Свобода», говорит, вот, преступники, там вышел мужчина с женщиной, они в десятером, потом он умер, ой, сердечный приступ какой-то, да, недостаточность. И вот он приводит эти истории, говорит, вот это вот все. То, что, в принципе, люди и так знают, против чего на Волыне мужики с лопатами, так сказать, вышли с вилами, лопатами против военкомов, накостыляли им. Ну, ничего страшного, накостыляли. Сегодня уже они в полиции, в общем-то, у них уже там шьют уголовные дела. Но тут я просто логики не понимаю. Смотрите, пока Россию, скажем так, подчивали духом Анкориджа, договоренностями, всякими там, ну, вот этими всеми, как вы выразились, интригами Запада. Запад подготовился, наклепали беспилотников, нагнали людей в армию, и более того, сейчас вовсю разгоняется, что сейчас вот мы сейчас перебьем логистику, а им не будет на передовую как доставлять, будет россиянам затруднительно, ну и пойдут в наступление вот этими наловленными мужиками. Тогда получается, тут же как у Зеленского, какая логика, как это, полюбить так королеву, украсть так миллион. То есть никто не думает вот этими интересными. На кону все. Все Зеленский поставил на зеро. И получается, что, ну, как бы, а кто его потом осудит? Ведь старый принцип победителей не судит, а он выглядит в глазах Запада, зазомбированного населения внутри, которое сейчас ему дает 61%, ну, вот этот рейтинг, да, поддержки, одобрения. Ну, как, смотрите, победитель, ничего себе. Ну, любого победителя все-таки оценивают время и результаты. Так, а результат это печальный. Ну, можно задурить, конечно, людей всякой пропагандой. Я знаю, о чем вы говорите. Сейчас киевская пропаганда вовсю раскачивает там всякие мифы о том, что вот мы сейчас переломили ход войны, военных действий, вот мы там лишили снабжения. Ну, лишение снабжения ведь сказывается на очень простом. Это снижение интенсивности боевых действий. То есть, например, нападали там или там вели наступление на Константиновке, остановились, откатились назад. Но ведь не остановились, не откатились, идут дальше. Значит, снабжение работает, работает. Значит, все, что мифы, что где-то там что-то прекратили, это мифы. Да, есть проблемы, естественно, они создаются, эти проблемы, но они и решаются. Если бы эти проблемы, которые создаются сейчас, скажем, имели такой необратимый характер, то мы видели бы сейчас совершенно другую обстановку на линии боевого соприкосновения. А она продолжает оставаться все-таки в тактическом плане, еще раз подчеркиваю, не в таком серьезном плане стратегических наступательных операций, а все-таки в тактическом плане. Медленное продвижение вперед. В районе Славянска и Краматорска, о чем связана там эвакуация, там, например, жителей Славянска, Краматорска. В районе, значит, той же самой Константиновки, на других участках фронта. То есть таких вот свидетельств серьезного перелома нет. И не случайно Шкулеба, экс-министр иностранных дел, в ответ на все вот эти вот, скажем, мифы, да, он все-таки выступил и сказал, что все это чушь, и никакого перелома на самом деле нет. Ну, тут есть, как всегда, бывает что-то правда, что-то неправда, значит, и поэтому надо объективно судить. Да, сейчас, на мой взгляд, вот в связи с этим вот огромным внедрением систем беспилотной авиации на фронте есть трудности определенные. Да, ну, скрывать их это абсолютно ни к чему.
Но эти трудности преодолимы, как и любые другие трудности. Ну, вход тут исторический опыт показывает. Появился танк, появился противодействие этому танку. Появился пулемет, появилось противодействие пулемету. Появилась там мина какая-нибудь, появилось противодействие минам. И так далее. Такого не бывает, чтобы изобрели какое-то там чудо-оружие, как Гитлер в свое время мечтал, и, так сказать, вот победа не за горами. Не будет такого чудо-оружия, потому что Россия обладает достаточной военно-промышленной базой, еще созданной в советское время, в Советском Союзе, который был рассчитан на противостояние всему миру, если вы, так сказать, не знаете или забыли. Там не собирались воевать с отдельной какой-нибудь Францией, там, отдельной там, Великобританией там, или Соединенными Штатами, а собирались воевать со всем блоком западных государств. Вот такая была мощность того ВПК, который создавался, и он, в общем-то, не разрушен. Он работает, набирает мощности, обороты и так далее. То есть думать вот о том, что сейчас мы, там, выйдя на эти параметры запуска беспилотников, Бога за бороду схватили, это глубочайшая ошибка. И победитель. Ну какой из Зеленского победитель? Слушайте. Но по любым параметрам страна находится в состоянии краха, абсолютнейшего краха. Жители, ну я не знаю, кто-то может за него сейчас 61% голосов отдавать. Я думаю, что миллионы семей погибших людей, так сказать, ставших родственниками инвалидов, я не думаю, что они Зеленского там боготворят или, так сказать, боготворят его только те, кто зарабатывает на войне, как он и сам. Что касается Запада, еще раз подчеркиваю, с самого начала об этом говорил не раз, интересы Запада не тождественны интересам Украины и украинского народа. Абсолютно. В данном случае они антагонистические. Вот если у нас с Россией были противоречия когда-то, да, ну, всякие вопросы там спорные и так далее, и так далее, но они никогда не носили антагонистического характера. И действовал большой договор о дружбе и сотрудничестве 1997 года. И мы все проблемы решали переговорном процессе, то сейчас у нас из западных стран существуют антагонистические противоречия. Им нужна война, украинскому народу война абсолютно не нужна. Им не нужен компромисс, украинскому народу нужен компромисс. Надо останавливаться, прекращать боевые действия, прекращать эти убийства, возвращаться к мирной жизни. Но это возможно только тогда, когда в Киеве появится политический режим, заинтересованный в мире. Ну, смотрите, Зеленский же говорит, заинтересованы, вот стоим как стоим, а Путин говорит, уходите из Донбасса. Интересно, кстати, вы заметили, что разговор Зеленского с Кушнером и Уиткофом не оброс никакими, ну, как дополнительными сведениями. В западной прессе ничего не пишут, а любят же, да, вот они там поговорили, о чем-то договорились. После Лондона, вот это из Кишинева, он летел, в общем, поговорил, там Таллин у него, да, то есть какая-то странная коммуникация. Как вы оцениваете Америка как переговорщик в сложившейся ситуации, Уитков и Кушнер как две фигуры переговорного процесса? Они, ну, все уже на свалке, условно, истории, или еще вынырнут в самый важный момент? Момент просто не наступил. Ну, я напомню, что Кушнера Трамп использовал в первый срок для решения каких-то переговорных позиций, да, свой первый срок. А в этом при приходе вновь на пост президента он выделил их, своего друга Уиткера и Кушнера зятя, да, выделил как главных переговорщиков. Он отставил Госдеп, отставил Рубио и тем самым создал коллизию между ними, это совершенно очевидно было, но отдал предпочтение им, поскольку он им абсолютно доверяет. Значит, он, скажем, тому же Рубио не доверяет абсолютно. Можете, вообще не доверяет, трудно сказать. Во всяком случае, он на них остановился. И вот смотрите, вот тот вояж этого Зеленского, о котором вы сказали. Молдова. Ну что в Молдову он полетел? Один вопрос. Это раскачать Приднестровье. Раскачать конфликт в Приднестровье. Другого там ничего больше не было. Второй момент. Разговор с Уиткером и Кушнером. Ну, если ты хочешь о мире договариваться, сложнейший вопрос. Сложнейший вопрос. Значит, вот эти два деятеля американские, доверенные лица Трампа, их там 8 или сколько-то раз принимал Путин, то есть там абсолютно все между ними понятно и ясно. А что ты с ним по телефону разговариваешь?
У тебя что, нет времени принять их, встретиться, там, выделить там 2-3 часа, столько, сколько надо, если ты о мире печешься? Так? Нет, по телефону переговор. Что можно по телефону обсудить? Я много раз вел переговоры по телефону. Я знаю, это телефонный формат. Всегда не знаю, что можно сказать, что нельзя сказать, что-то кто-то слушает и так далее, и так далее. То есть это не разговор один на один, где можно, в общем-то, откровенно и детали обсудить, и принципиальные позиции, и выстроить тактику ведения переговорного процесса с русскими, если речь идет о русских, о России. Теперь Прибалтика. Ну, там якобы саммит стран Северной Европы и Прибалтики. И вот какие-то там соглашения подписываются где-то. Ну, вот я вам такую одну цифру назову. Значит, скажем, товарооборот в этом году с Эстонией значит, Украину, территорию, которую киевский режим контролирует, или у киевского режима, всего 60 миллионов евро. Что это за смехотворная сумма? Какие соглашения? Ну, напомню или скажу, что вот, скажем, с Россией у нас были товарообороты. Ну, раз в 70-60 больше, чем с Эстонией. Вот если сравнить просто. Что такое 60 миллионов на фоне вот украинских расходов, скажем, ну даже сейчас, вот я называл уже цифру, на одни только беспилотники 6 миллиардов выделят. То есть ясно совершенно, что это просто говорильня пустая, может быть, связанная с тем, что как-то надо организовывать пролеты беспилотников через Прибалтику, может быть, наоборот, как-то ограничить эти пролеты. Ну, во всяком случае, практический смысл этого саммита нулевой. Влияют ли вот эти страны, скажем, в НАТО на принятие каких-то решений? Не влияют. Когда надо создать фон, значит, разговорный фон против России, да, вот подключаются вот эти так называемые тигры прибалтийские, да, они фон это создают. Когда надо принимать реальное решение, где там требуется деньги выделять и еще что-то делать, да, там их не зовут, там достаточно ограничиваться там всякой Германии, Франции, если про НАТО говорить, о Великобритании. Вот. Так что вот связать что-то с его какой-то работой по организации мирного переговорного процесса невозможно. И, наконец, последнее. Скажем, пресловутый этот, как его, Абрамович. Ну, я не знаю, для чего он использовался, и кто был инициатором его использования. Вот это я так для себя и не прояснил. Вот. Ну, известный там миллиардер, там, значит, где-то он принимал какое-то участие, положительно там заметить что-то, что он где-то на что-то повлиял, включая Стамбул, трудно сказать. В России, ну, среди простых людей отношение негативное, связано в основном с освобождением нацистов мариупольских, да, вот. Ну, какое в Украине отношение к нему, трудно сказать. Во всяком случае, как Зеленский поставил, то это пренебрежительное отношение. Что он приехал без денег. Так он выразился. Поэтому думать о том, что это серьезный переговорщик, ну, какое влияние на Трампа имеет этот Абрамович? Никакого абсолютно. Не, ну тут А, же переговорщик, смотрите, тут же мы сейчас в форматах упираемся. Абрамович и вот эта тайная дипломатия – это попытка, в том числе, об этом перед письмом заявлял Зеленский на встрече с Рютте неделю назад. Говорит, хватит ждать этого Трампа, пока он там наиграется, наурегулируется с Ираном по всему миру. Давайте Украина и Россия сядет и поговорит. В о целом, чем? ну, Александр, я извиняюсь, что перебиваю, просто время у нас уже уходит. О чем переговорить? Вот смотрите, ни одни переговоры на высшем уровне не проходят без подготовительной работы, связанной с выработкой конкретного соглашения. Ну о чем договариваться? Что вот я из Донбасса не уйду, вот я за клочок земли еще там 200 тысяч положу, но не уйду. Но ведь совершенно очевидно, что ты уйдешь. Рано или поздно уйдешь. Донбасс уже никогда не войдет в состав Украины. Никогда. Я знаю настроение Донбасса, там прожил много лет. Люди не приемлят бандеровского режима. Вот, то есть у них не было никогда вопроса выхода из состава Украины, когда работало нормальное руководство страны. Никогда. Вот вспомните все эти годы. До 2013 года кто-то задавал вопрос о выходе Донбасса из состава Украины. Или в Крыму кто-то задавал вопросы. Никто никогда не задавал. Это же мне-то очевидно было. Я работал с этими регионами, знаю, бывал там многократно, знаю настроение людей. Поэтому сейчас, ну, есть очевидные вещи. Косово – это историческая земля
Древней Сербии, историческая земля. Вот взяла и отошла, все. Вот уже прошло там 25 лет или сколько, значит, большое количество лет, уже никто не говорит о каком-то возврате Косово в состав Сербии. Вот так же точно Донбасс никогда не входил в состав Украины до 22 года, когда, значит, решением руководства тогдашнего Советского Союза, вновь созданного и образованного, он вошел в состав Украины. Напомню, что вошел в состав Украины тогда, когда столицей Украины, вновь созданной, да, Украинской Советской Социалистической Республики, был город Харьков. Это тоже русскоязычный город и русскоязычный регион. Когда же ситуация в стране изменилась, совершенно очевидно, что и в Харькове, и в Запорожье, и в Одессе, и в Донбассе начались волнения, связанные с тем, что не приемлют жители этого, так сказать, этих регионов вот тот режим, который установился в Киеве. Не приемлют. Все, точка. То есть надо в любых переговорах учитывать вот это обстоятельство. И поэтому скажешь ты там что-то, не скажешь что-то, вот там он говорит, вот пока Трамп там чем-то занимается. Да Трамп реальный хозяин ситуации сейчас. Реально. Занимается он, не занимается, другой вопрос. Но он реальный хозяин ситуации. Он влияет на Западную Европу. Очень серьезно влияет. Как и любой американский президент, замечу. И то, что он позволяет сейчас что-то кому-то говорить, это вовсе не означает, что он не может изменить эту ситуацию. Поэтому то, что говорит Зеленский, ну, об этом можно, он сегодня говорит одно, завтра другое, об этом можно, так сказать, наплевать и забыть. А вот то, что надо разговаривать с Трампом и с его представителями, если он их направляет, это совершенно очевидно. То есть, как бы трудно не было вести переговоры, но надо вести переговоры с теми, кто ситуацию определяет не только, скажем, по Украине, но и во всем мире. Когда мы говорим, что вот создается многополярный мир, слово «создается» здесь ключевое. То есть он создается, его еще нет. А пока-то он имеет один полюс мощнейший, да? И вот этот полюс сейчас олицетворяет Трамп. Это вовсе не то, что я пою там дифирамбы Трампу. Абсолютно. И говорю только об одном, что если мы заинтересованы в мире, то единственная сторона этого процесса, ну, Россия сама собой, это Соединенные Штаты Америки, которые могут повлиять, если захотят, если определяться. Пока они не хотят. Мы же это видим. Поставляется вооружение, старлинки, там, разведданные и так далее, и так далее. И блокируют финансирование. Да, Трампу одного слова было достаточно, чтобы прекратилось финансирование со стороны Европейского Союза. То, как, скажем, Соединенные Штаты влияют на финансовые элиты мира, нам же очевидно совершенно. Под его контролем Соединенных Штатов находятся такие организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и так далее, и так далее. То есть одна команда Всемирного банка или там валютного фонда, да, никаких кредитов Украина никогда не получит, а более того, с нее потребует возвратить все те кредиты, которые были выданы. Ну, это я так, может быть, немножко полемически говорю, но тем не менее, я же сталкивался с этим практически и знаю систему влияния Соединенных Штатов на принятие многих решений. Так а почему не хотят? Ну, спросите у Трампа. Вот я, знаете, что размышляю по-разному. Может быть, сейчас такие веяния, значит, в американской администрации. Значит, я, может быть, такую вещь скажу, которую мало кто знает. В администрации Соединенных Штатов всегда был человек, который занимался Восточной Европой и, скажем, Украиной в том числе. Ну, я с этим человеком взаимодействовал. Дэниел Фрид. Это был серьезный сотрудник Совета национальной безопасности и обороны. Вот. И он координировал всю работу всех, так сказать, администраций Соединенных Штатов по отношению, ну, например, к Украине. Да? Хотя он не только Украиной занимался. То есть у него штат тех людей, которые независимо от настроения Трампа, Байдена или еще кого-то, ведут системно работу по Украине, например, и преследуют какие-то определенные цели. Они готовят свой раздел, например, когда разрабатывают стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Вот этот раздел, как правило, при минимальных, так сказать, корректировках со стороны там, президентов, вступает в силу, и он действует, и он обязательный. И для Рубио, там, для Госдепа, и для казначейства Соединенных Штатов, для Министерства обороны. И если в этих стратегических установках, например, стоит разрушение России,
то что бы там Трамп ни говорил, эта позиция будет работать, использоваться, реализовываться, корректироваться, но вот она заключена. И пока она не изменится, вот все административные органы Соединенных Штатов будут нацелены на эту позицию. Так вот Трамп, например, придя, сказал: я не хочу больше ни с кем воевать, надо сосредотачиваться на внутренних процессах Соединенных Штатов. И абсолютно верно избрал стратегию. Если после этого были внесены изменения, скажем, с Россией договориться на каких-то условиях, где-то мы уступим, где-то они уступят, и пусть себе живут, так сказать, и работают. Главное, чтобы мир был во всем мире. Вот, например, вот так. Тогда мы, может быть, наблюдали другую ситуацию. Но пока сейчас вот ситуация так, какая есть, и поэтому, конечно, российскому руководству просто как не представляется. Надо делать определенные выводы из этой ситуации и действовать в соответствии с этими выводами. Мгм. Очень дискуссионным последние дни становится вопрос зарплат для военных. Во время своего визита в Лондон Зеленский говорит о том, что он хочет, чтобы украинским военным платили так же, как и в России. Ну, то есть дорого. Я не хочу вдаваться с вами в философию этого вопроса. Ну, типа, а, ну, там, большие зарплаты у военного или маленькие зарплаты у военного и соотношение этой пропорции, например, пропорция к патриотизму, ну, типа наемная армия, народная армия. Это как бы такой вопрос, да, у каждого разная точка зрения. Меня интересует сама, как это, механическая сторона вопроса, техническая. То есть Зеленский говорит, нам партнеры помогут. Вместе с этим вчера проиндексировали зарплаты, добавили по 132 гривни, но потом все-таки говорит, нет, будем поднимать зарплаты и военным, и пожарным, ну и, конечно же, полицейским, в общем, всем. Зачем? Почему это нужно? Потому что доллар уже 45. Ну, то есть, помните эту шутку? Будет доллар по 45, будет война, будет хаос. Зеленский там говорит, смотрите, ничего этого нет. Ну вот дождались, есть. То есть, это уже объективно. Как вы видите эту тему повышения зарплат военным? Почему не получается? Почему условные дроны нам обеспечивают информационный и псевдовоенный и такой какой-то необыкновенный переворот в войне, а люди, да, которые ждут повышения зарплат военным и считают 30 тысяч, ну это для всех, кто в тылу, не в тылу, это вроде как ну, очень хороший результат. Почему люди не в такой цене? Что скажете? Ну, говорить о расходах и бюджете государства, которое не имеет своих собственных источников дохода, то есть, ну, любая страна мира, любая, подчеркиваю, да, ориентируется на работу своей экономики, своей промышленности, которая обеспечивает доходы бюджета и в соответствии с этими доходами планирует расходы. Если бывают ситуации, когда в ряде стечений внутренних и внешних факторов, скажем, доходы перестают обеспечивать расходы, то возникает понятие дефицита, который, как правило, покрывается либо займами внутри своей страны, внутренними займами, то есть население оплачивает этот дефицит, либо внешними займами. Так? Ну, как правило, скажем, это все-таки дефициты небольшие, которые, ну, позволяют, во-первых, потом рассчитаться с долгами своими, так, ну и во всяком случае проходить через сложные времена. Вот такие вот дефициты. Сейчас киевский режим вогнал Украину в такую ситуацию, из которой просто так выйти будет невозможно. То есть, что я имею в виду? Если 3/4 расходов бюджета – это гранты, это кредиты, это какие-то заемные средства или какие-то полученные средства, так? Это страна-банкрот, которая сама не может решить ни одного вопроса. То есть, вот он говорит, надо повысить зарплату. Ну, хорошо, приглашает министр финансов. А министр финансов ему говорит, слушай, вот скажи мне, с кого снять и кому добавить? Ну, это такой разговор возможен, если небольшой дефицит бюджета, понимаете? А когда он 3/4, он не знает, с кого снять, потому что он же не снимет зарплату с учителей и врачей полностью. А ведь затраты, которые нужно будет понести на повышение зарплаты, вот как вот говорит Зеленский, да, будут означать, что надо полностью отказаться от выплат, скажем, врачам, там, учителям и так далее, и переключить их на выплаты военным. Значит, выход один. Значит, надо просить опять дядю.
Мерца, Стармера, Трампа, там, японцев, норвежцев. Дайте ради Христа на повышение заработной платы военным. Так? Ну вот скажите, и так ведь уже пошли вот последнее кредитование Украины, там 90 миллиардов, из них 60 на вооружение, 30 на значит, финансирование дефицита бюджета, с огромнейшим трудом прошли. И, по-моему, еще ни одного транша не поступило. Если бы вот не Международный валютный фонд и там некоторые гранты, то бы сейчас уже нечем было платить. Вы спрашиваете, как я к этому отношусь? Ну, как я могу относиться к стране банкрота? Тем более, что никакого выхода ближайшего, вот скажем, завтра мир, так? А платить людям-то все равно придется. С чего? Экономика не работает. С чего платить? Ведь беспилотники, их можно хорошо производить, и они где-то там какую-то там роль играют, но для внутреннего рынка, для внутренних доходов бюджета они ничего не дают абсолютно. Вот военные расходы, там, ну, есть определенный положительный эффект, но в целом, все-таки нужна работа экономической структуры государства, промышленности и так далее, и так далее. Ее нет. И она не предвидится в ближайшем будущем. Вот что самое главное. Потому что станет первый вопрос – восстановление. Потому что для нормальной работы промышленности необходимо не 12 тысяч мегаватт электроэнергии, а минимум 25-30. А где их взять? Словом, Александр, тут вопросы, конечно, очень большие, глубокие, но я хочу подчеркнуть одно, что главное, и вернуться к той мысли, которую уже несколько раз сегодня говорил, главное – это замена политического режима, абсолютно авантюрного, абсолютно антиукраинского, абсолютно, вот я говорю с точки зрения абсолютного, это с полным пониманием того, что я говорю. И без замены этого режима все остальные разговоры о мире, так называемом, это разговоры о продлении войны на самом деле. И не только о продлении войны, а об эскалации войны. А эскалация вот такого конфликта крупномасштабного, когда замешаны мировые державы, Соединенные Штаты, Россия, там Великобритания, Франция, Германия, мировые, это путь к мировой войне, по большому счету. И Очень вот это удивительно, Николай Иванович, слышать в украинском медиапространстве, ну, вы знаете, наверное, этого товарища, еще и когда при власти были, и без власти, он сейчас особо активен, ну, всегда был активен, у нас вообще на манеже одни те же. Тут давеча Портников, есть такой журналист, как бы размышлял, на какой счет. Говорит, как-то странно получается. Параллель провел. Когда условно Польшу разорвали в свое время, ну, в 20 веке, то есть раздел Польши. Почему? Потому что, ну, условно, Германию и там Союз не устраивали, да, там какие-то вещи. Сейчас в таком положении находится Украина. Это, конечно, просто нечто. Новости, которые сегодня сыпятся, и я хочу, чтобы вы их, ну, как бы тоже обратили, чтобы мы в разговоре сегодняшнем обратили на них внимание, я я даже не знаю, каким образом, как подойти. Значит, во-первых, всю прошлую неделю демарш за демаршем польских политиков из-за того, что героями УПА назван спецподразделение. Но это все продолжилось. Это все продолжается и по сей день. Дальше. Запустили вчера историю, что позавчера, что Зеленскому не дают летать через Жешув. Сегодня Туск это вынужден опровергать. Говорит, не-не-не, можно, почему? Ну, не захотел, поехал через Кишинев. То есть до такой степени все обострилось. Винница, новость. Винница отказалась от старых польских автобусов, потому что польские политики очень возмутились, что эти автобусы будут ездить по улице Бандеры, говорит городская голова города-побратима Кёльце. То есть на уровне житейском это все переносится сюда. И вот Портников говорит, что сейчас у России идеологически совпадают идеологически условно интересы с той же Польшей. Польша говорит, мы не против, чтобы Украина была в Евросоюзе, но на общих основаниях. То есть никаких там вот скидок на войну, скидок на вот эту щит Европы не будет. Но то, что закручивается внутри, прям выглядит достаточно опасно с исторической точки зрения.
Действительно ли может обернуться так, что условно, помните, вот очень часто бывает так, что пропаганда российская, а потом проходит 3 года, и в принципе все нормально, то есть, да, это подтверждается. Не может ли это быть уже не пропагандой, а явью, что условно с востока идут на Украину россияне, а с запада, ну, поляки? Вопрос, который вы подняли, он имеет давнюю предысторию. И вот я напомню тем, кто не знает, что в Польше сейчас последовательно за последние несколько, может быть, даже десятилетий меняются у власти ультранационалистические силы, да, и так называемые умеренные, которых представляет Туск. Ну, сегодня Туск, там до него были другие люди. Но, во всяком случае, вот два таких политических крыла – это националиста Качинского, сейчас Качинского, и брат его покойный, и сегодняшний брат, который играет решающую роль в политике вот этой стороны вопроса. Президент там представляет крыло Качинского, Навроцкий. Это националист польский, человек, который хорошо знает историю. Мне, правда, с ним не приходилось встречаться. С Туском мне приходилось много раз встречаться, и не только с Туском, но и с другими польскими руководителями, в том числе и покойным Качинским, и, скажем, с другими деятелями. История это, вот если говорить о современной Украине, там, после независимости, она началась где-то с 90-х годов, когда мы только начали выстраивать свои отношения с Польшей. И Польше в Украине тогда было не до исторических каких-то воспоминаний, потому что и в Польше, и в Украине проходили так называемые радикальные экономические реформы, которые в Украине привели к развалу экономики. В Польше тоже был тяжелейший период. И поэтому начались, в общем-то, все вот эти воспоминания, когда более-менее страны стали выходить из кризиса, это 2000-е годы, там где-то 2002-2003. Вот. И пока работал президент Кучма Леонид Данилович, в общем-то, все это сводилось к тому, давайте прошлое не ворошить, были тяжелые страницы, вот, ну, они были для вас тяжелые, для нас тяжелые, поэтому давайте мы сейчас все-таки займемся установлением сотрудничества. Вот такая была политика. Когда пришел Ющенко президентом после государственного переворота, а он, в общем-то, человек, скажем, тоже не очень-то продвинутый с точки зрения кругозора и так далее, да, как вы помните, он присвоил звание Героя Украины Бандере. Это поляков напрягло. Я был свидетелем разговора, встречи, значит, Качинского, тогдашнего президента, и, значит, этого Ющенко в Гуте, в Карпатах. Такой был вечер, который должен был бы, скажем, ну, смягчить вот эту ситуацию, какой-то найти общий язык. К этому времени мы, конечно, очень много документов подготовили вот, для, скажем, тех компромиссных позиций, которые бы смогли бы снять претензии поляков к нам и претензии наших к полякам, потому что у нас тоже были претензии определенные. Их было, так сказать, немало. Особенно связано это было с 20-ми годами, когда Западная Украина отошла под Польшу, с политикой кабинета Пилсудского в то время. Во всяком случае, я был свидетелем жесткого разговора Качинского, который ему прямо, значит, Ющенко заявил, что с Бандерой и там с другими деятелями у тебя будущего политического никакого нет. Вот такой был жесткий, такой ожесточенный, я бы даже сказал, разговор. Ну, когда нас это касалось, мы все-таки считали, что нужно провести там эти эксгумации, положим, установить все-таки окончательно правдивые, точные данные про Волынскую резню, не только Волынскую резню, про другие эпизоды. Но поляки, поскольку это, вот еще раз я говорю, все время было в поле общественного зрения, и поляки считали себя страной пострадавшей, для них это был вопрос очень такой щепетильный и, в общем, принципиальный. Я это видел и понимал прекрасно. Вот та беспардонная политика, которая началась после государственного переворота, она только подготовила для ту почву, то есть поляки боролись с двумя факторами. Первый фактор – это желание навредить России, это не всегда было.
там разделы Польши были не только в 20 веке, там вспомним, что с Польшей происходило в 18 веке, например. Так что и с желанием не допустить, значит, культа бандеровщины на Украине, потому что они видели в этом прямую угрозу. Реальную угрозу, ведь 120-150 тысяч вырезанных поляков, семей, это же не игрушки. То есть такие вещи не прощаются просто так, не забываются просто так. То есть это большая трагедия, в которую вот сейчас в этот фактор вышел на первое место. И, конечно, никакого будущего Украины не будет ни в каком Европейском Союзе. Бы так и так бы не было. И без этого, так сказать, момента. Потому что я много раз говорю, не пойму никак, почему это люди не понимают, что Европейский Союз не благотворительная организация. Это высококонкурентный рынок, который принимает в свои члены тех, кто готов конкурировать на этом рынке. Ведь всякие таможенные барьеры, так сказать, ликвидируются. Будет свобода перетока рабочей силы, капитала, товаров, услуг. А это означает, что конкурентно, вот вы говорите, 30 тысяч, там мало или много. А там, где платят 60, спокойно наш народ поедет в условиях общего рынка. То есть потеряем, как потеряла Прибалтика, там 30% своего рабочего населения. Так мы потеряем последние остатки. Но это я условно говорю. То есть нам не светит ничего в Европейском Союзе, пока мы не выйдем на какой-то определенный уровень модернизации своей экономики, промышленности, сопоставимой с Европейским Союзом. Не приведем свои стандарты, все стандарты, включая социальные стандарты, политические стандарты, независимое правосудие и так далее. Много-много чего надо делать, чтобы хоть как-то соответствовать Европейскому Союзу. Это вот с одной стороны. С другой стороны, поляки, я просто знаю их, поэтому говорю абсолютно уверенно, не допустят приема в Европейский Союз бандеровского руководства Украины. Какого бы оно в каком бы это году не было. Только и всего. Так что я вот немножко увлекся, ну просто хотел объяснить эту ситуацию. Но вот сейчас, говоря о Зеленском и его руководстве, я не знаю, почему мы в МИДе, украинском МИДе, все материалы там есть, пусть там менялись 10 раз, но там средний же персонал существует. В аппарате президента все эти материалы есть. Почему они готовят встречу с поляками? Я вовсе не хочу, чтобы там полюбили этого Зеленского, мне, как говорится. Но вот так вот нарушать те какие-то вот определенные договоренности, которые у нас с Польшей выстраивались и снимали, вот, так сказать, явные такие негативы, вот, все-таки были, и ломать-то их для чего? Мне трудно понять это. Николай Азаров был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо, Всего друзья. вам Да, спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, что думаете. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.